Парень решил устроить мальчишник на реке и собрал своих друзей, чтобы провести день на каноэ в дружной мужской компании. Кто знал, что этот мальчишник закончится чудесным спасением. Американец Митч Уайт не так давно решил организовать мальчишник перед свадьбой. Он собрал своих друзей, и парни отправились в сплав на каноэ. Все проходило отлично, и после небольшого обеда на берегу они поплыли дальше. Но вдруг один из мужчин услышал отчаянный лай. Рядом не было походников или кого-то еще, поэтому они не понимали, чья собака может лаять. Митч развернул каноэ и решил посмотреть, откуда доносится лай, и правильно сделал. На берегу он увидел пса, который застрял в вязкой грязи и глине, и из последних сил пытался выбраться и звал на помощь. Парни приблизились и поняли, что это пожилой Сенбернар. Бедняга так сильно увяз в глине, что не мог пошевелиться. Они тут же попытались вытащить его, используя весла как лопаты. Грязь была такой глубокой и густой, что все погружались по колени, но спасти собаку было важнее. Пока пса спасали, ему дали воды, он выпил целый литр, и накормили сосисками, которыми он полакомился с удовольствием. Но несмотря на то, что пес подкрепился, когда грязь под ним расчистили, он все еще не мог нормально шевелиться и был очень слаб. Тогда парни решили позвонить в службу спасения. Доставать пса приехала пожарная бригада, и с помощью специальной петли им удалось освободить песика из вязкого плена. К тому моменту случилось то, чего никто не ожидал. К берегу подошел мужчина, который оказался хозяином пса. Оказывается, Сенбернара зовут Эд, он действительно пожилой и внезапно убежал во время прогулки, а хозяин никак не мог его найти. Вот так парни помогли хозяину воссоединиться с любимым питомцем. Они очень вовремя его заметили, ведь неизвестно, сколько еще Эд бы там пролежал. Затем Эд с хозяином отправились домой. Через несколько дней хозяин сообщил Митчу, что с псом все в порядке, он чувствует себя гораздо лучше и может спокойно передвигаться самостоятельно. Теперь хозяева наверняка будут еще внимательнее следить за своим питомцем.